Привет-привет! Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Меня зовут Катя, я люблю скрапбукинг. Сегодня большая распаковка с Али. Разные вещи, ткани, ленты. Поделюсь с вами впечатлениями, разочарованиями и радостями. Начнем с того, что я заказывала уже несколько раз одну и ту же самую позицию, и она постоянно мне не приходила. Поэтому в этот раз я очень рада, что наконец-то это ко мне приехало. Что это такое? Это вот такие ленты. Так. Вот эти ленты. Я их очень ждала и заказывала, наверное, 3 раза, и каждый раз они ко мне не приходили. Я не знаю, с чем это было связано. Покупала их через монетки на Али, и я не знаю, может из-за того, что это были монетки, но как бы я почти все покупаю через монетки, и все приходит, за редким каким-то исключением. А эти ленты все никак. За что я люблю эти ленты? Вот я уже как раз сегодня использовала, покажу сейчас. Вот так они красиво смотрятся и хорошо держат, они не растягиваются, поэтому мне нравится. Вот сейчас завяжу быстренько. У меня много было цветов до того, как я переехала. Потом я практически все цвета оставила, только взяла, по-моему, бежевый с собой или там молочный какой-то, и на этом было все. Поэтому сейчас мне хотела, конечно же, пополнить свою позиции, свои запасы. Вот так красиво смотрится, когда завязано, хорошо, так аккуратненько. В общем, мне очень нравится, как это выглядит, поэтому заказывала эти ленты. И вот такие цвета мне в этот раз приехали. Хотелось каких-то более других оттенков, поэтому в этот раз нестандартные, наверное, для меня цвета. Вот такой розовые два, но они отличаются. Видно, один чуть темнее, другой светлее, вот такой более яркий. Зеленый брала коллекции Craft Clock, новый зелененький, думаю, отлично подойдет. Да что ж такое. Бежевый молочный универсальный. Голубую тоже брала для голубой коллекции, но она вот это не подойдет. Даже больше подойдет для вот этой коллекции, да, если вот так посмотреть. С вот этим цветочком особенно. Но я когда искала, что-то я не обнаружила этот цвет. Ну и здесь, в принципе, сочетается вот это и вот это, поэтому оставила уже так. Поэтому классные ленты. По-моему, по $1 они мне вышли каждая. Тут 5 ярдов. И со скидкой это прям классно покупать. Их, по-моему, 5 ярдов, и намного их хватает. Пожалуй, на этом счастье с лентами не длилось недолго. Потому что заказывала вот такую, тоже к зеленой коллекции от Craft Clock, но она настолько неприятная к рукам, прям вот не хочется ее держать. Но покажу. Она, конечно, интересно выглядит, и, наверное, возможно, если сочетать ее с какими-то еще лентами вместе, оно будет смотреться неплохо. Но вот в данный момент я ее трогаю, мне прям вообще неприятно. Еще одно разочарование, это вот такая шнурочек такой. Я думала, что это по-другому он будет выглядеть, но по факту он очень ярко-зеленый, совсем не подойдет к зеленой коллекции. И, ну, в общем, не такой шнур я ожидала, хотя тут его тоже достаточно много, и что-то тоже за $1, что ли, я его заказывала. Ну, как бы немного, но все равно не то качество, которое я ожидала. Следующее разочарование. Вот такая лента. Не скажу, что прям разочарование. Я думаю, что все-таки можно применять. Но такая, как шелковая или даже... Ой, не сильно разбираюсь в названиях тканей. Такая... В общем, не очень тоже приятная к рукам. Но думаю, что, в принципе, если тоже сочетать, опять же, с каким-то другим еще видом лент, в принципе, могло бы быть хорошо. Либо просто использовать как декор, например, перевязывать коробочки для упаковки. Вот это будет идеальный вариант. Вот это только сегодня получила, еще даже не раскрыла. Интересный тоже цвет. Так, вот это такая лента. Необычно она больше похожа на хлопковую. И, в принципе, она не тянется так сильно. Чуть-чуть совсем есть. Но при этом интересно выглядит. Мне кажется, что красиво будет смотреться в альбоме, на завязках. Опять же, можно было бы взять и вот в этот альбом, но оно как бы достаточно светлее, чем здесь были оттенки, поэтому оставила для другого какого-то раза. Если говорить о таком цвете, да, бежевом, нейтральном, я заказывала еще вот такую ленту. В принципе, она тоже смотрится интересно. Я еще не успела ее никуда применить.
Но она такая плотная, она не тянется и приятная такая на ощупь, больше похожа на хлопковую, но какую-то прям очень плотную. Такой красивый моточек, поэтому в принципе для обложек, для крепления будет отлично, я так думаю. В общем, как применю, обязательно еще покажу, где я там применила. Пока только смотрю. Ну и, наверное, вот такой большой участок. Вот такой огромный моток. По-моему, здесь 50 ярдов. Что-то за $5 или ну, что-то в этом роде. Хлопковая обычная лента, киперная, и мне очень нравится. Она не прям супер плотная, ей удобно и обтянуть будет, и на завязке использовать. В общем, наверное, это моя большая радость, и надолго хватит, и, в принципе, очень быстро ко мне пришла. Еще заказывала вот такие ленты. И хотела в работы для открывашек в альбоме или каких-то таких моментах, поэтому заказывала тоже сразу несколько цветов: коричневый, серый, вот такой персиковый, бордово-красный, розовый, вот такой темно-зеленый, прям хаки какого-то цвета, но очень красивый, кстати, цвет. На видео, может, не так видно, но вообще красивый. Такой голубой и синий, или, наверное, бирюзовый и голубой, как-то так. Тоже приятный на ощупь, достаточно быстро ко мне приехали. Я брала специально не очень широкие, поэтому прям супер довольна. Хоть чем-то я довольна. Дальше мои must-have. Расстроилась только, что они практически все одного размера. У меня предыдущая заказывала в этом же магазине, и там прям очень хороший разнобой был, разный размер. А здесь прям практически все большие, и меня это не сильно порадовало, потому что в работе иногда вот это прям очень большой. Вместе с тем покажу вам разницу. Цена одинаковая, а пришло вот такое количество. Я просто открыла, я думаю, что пустая упаковка или что. Оказалось, что там вот такая мелочь. И что-то она там и не дешево стоила, и я прям очень сильно расстроилась. В общем, сегодня у меня не Али, а одно разочарование. Так, заказала еще вот такие подушечки, потому что купила еще чернила, штемпельные подушечки, точнее. Новые, сниму как-то отдельный обзор, попробую их. Пока просто купила, потому что мои закончились уже свободные, и это всегда пригодится. Дальше заказываю уже который раз очередной вот такой набор. Классные дотсы, они немного с перламутром, как бы переливаются. Опять положили мне в подарочек вот такой. В этом же магазине можно купить и вот такие матовые. И они здесь тоже разных размеров. В принципе, удобно пользоваться. Поэтому классно. Я в последнее время начала увлекаться, наверное. Так, ну и заканчивая с лентами, еще одно разочарование. Хотела синий коллекции от Craft of Love. Думаю, о, классный цвет, отлично подходит. Открываю, а это ремень как будто для ошейника. Он настолько тугой, настолько плотный. Ну, как бы в альбом это точно никуда не пригодится, только где-то в хозяйстве. Поэтому читать надо всегда внимательно. И сейчас покажу еще один профтык. Значит, заказала я ручки. Открываю, не могу понять, что это такое. Оказывается, я не досчитала размер, и они вот такие вот огромные. И теперь я просто в недоумении, куда их применить. Поэтому, если вы знаете куда, напишите. Вот приложу просто к альбому, например, да, то есть какого размера должен быть альбом, чтобы вот эта открывашечка смотрелась, ну, более-менее нормально. Хотя даже вот сюда, в принципе, не так уж и плохо. Жалко, что поздно попробовала. Обязательно бы сюда втулила. Просто здесь тоже, что крепление есть. И они прям очень такие глубокие. Я не знаю, какой толщины должен быть альбом, чтобы все это вместить. Вот как мизинец целый. Поэтому такое себе счастье. Я так ждала, хотела шоколадницу сделать, чтобы открывалась вот так с ручкой. Но не так сталось, как гадалось. Поэтому
В общем, на разочарованиях закончили, но это еще не все. Покажу, чем довольна. Наконец-то себе взяла кисточки. Классно делать брызги. Видела, девочки пользуются активно этим. Я думаю, тоже надо, потому что это удобно и ничего не будет проливаться и капать в ненужные места. Так, теперь коротко о ткани. У меня здесь очень сложно найти хорошую толковую ткань. И подумала, закажу замшу на Али. Пришло мне вот так смотано, на валик намотано, поэтому, в принципе, хранить удобно. Но она настолько тугая и плотная, что не знаю, как насчет обложки. Прям очень сложно будет, мне кажется, ее и приклеить, и все. Я сегодня тоже опробовала и сделала просто корешок. Даже не наносила на бумагу, просто как отдельный корешок. Посмотрю, как себя будет вести. В принципе, на ощупь достаточно приятная, но все-таки я привыкла к замше, которая более мягкая. Поэтому не скажу, что прям супер довольна, но и буду дальше пробовать, искать варианты, как это можно применить. Дальше по тканям. Заказывала вот такие еще 2 тканюшечки. Пишется, что это поплин. Я еще раз повторю, что я в тканях вообще не сильно разбираюсь. Но ткань, в принципе, приятная. Я помню, что я тоже такую себе покупала раньше. Я и переплеты на такой ткани делала. А сейчас взяла, хотела попробовать все-таки сделать цветы. Кто не видел видео о цветах, оставлю ссылочку. Посмотрите, какие цветы не обалденные пришли. Не знаю, подойдет ли эта ткань, ну, по крайней мере, для переплетов, для, возможно, каких-то обложек пойдет. И что-то она там за $1, по-моему, тоже 50 на 1,5. В общем, хорошая тресь и приятная к руке ткань, поэтому тут я довольна. Еще раз в поисках замши я заказала и подумала, наконец-то я попала в точку, но это оказался велюр. Мне кажется, что оно похоже на замшу и приятный такой цвет. Не тянется, вообще не тянется, но очень мягенько. Вот именно то, к чему я привыкла. По виду, в принципе, оно и похоже чуть-чуть на замшу. Поэтому частично радуюсь, но я еще не успела попробовать, как оно будет себя вести в работах. Но на ощупь, по крайней мере, очень приятное. Здесь тоже достаточно большой отрез. По-моему, наверное, здесь 40 или 50, что-то такое, на 1,20 м, что ли. Ну, в общем, достаточно большой отрез. Я обычно раньше брала в швейных магазинах такой отрез, и мне, в принципе, надолго хватало, поэтому не помню сейчас, сколько стоит. Если надо, напишите, я оставлю ссылочку. И еще одна тканюшка, тоже в поисках я замши повелась. И это как бы тоже, по сути, замша односторонняя, потому что здесь матовая, а здесь такая более гладкая сторона. В принципе, она мягенькая, приятненькая, но она прям очень тоненькая. Поэтому, возможно, как для переплета тоже, например, она сгодится. Либо, если делать, к примеру, обложку, то обязательно что-то подкладывать, потому что к бумаге, ну, это будет прям очень тонко. Отрез просто огромный здесь тоже. Не помню, сколько стоило. Ну, цвет красивый такой, нежно-розовый, поэтому, в принципе, думаю, что можно много куда применить. Даже можно тканевые открытки сделать, и тоже будет хорошо. Поэтому с тканюшками более-менее повезло, с лентами 50-50. Пришли мне еще ножи, сниму тоже отдельное видео, потому что ждала, сейчас просто нет времени снимать. Поэтому, если какие-то ссылочки нужны, напишите, либо поделитесь ссылками, если вы брали хорошую замшу на Али, либо тему тоже подойдет, тоже могу заказать сюда. Буду вам благодарна. Пока прощаюсь с вами, скоро увидимся. Вот уже альбомчик вам похвастаюсь, да, поэтому альбомчик скоро будет в эфире, как я его создавала. Поэтому спасибо вам за внимание, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии. Всем мира, добра и пока-пока.